То, что вы давно ждали. Дима Масленников, разбор Пятигорска. Я просто хочу его послушать, потому что определенный комментарий Димон мне сказал, то, что да, имеет место быть такое, что вот, знаешь, вот заходишь в какое-то здание, эффект присутствия еще кого-то. Короче, просто всем приятного просмотра, дорогие любители ужастиков. Спасибо за подписки, ребят, на канал. Вас, кстати, 20%, даже больше смотрят без подписки. Нажмите внизу, ребят, кнопочку подписаться, прожмите колокольчик, и всем приятного просмотра. Напоминаю, у нас еще есть игровой канал, канал Hard Games, на котором тоже почти уже 500 000 подписчиков. Приятного просмотра. Здесь кто-нибудь есть? Ребята, похоже, я действительно что-то снял. Это Ghostbusters за гранью. Часть последняя. Никогда не думал, что мое шоу даст такие результаты. Вы находите просто безумные моменты, от которых действительно стынет кровь. Спасибо вам за это. Но сегодня я разберу только 3. Последний из которых лучше бы я не видел. Погост Веретьево. Заброшенный храм и кладбище на месте старого славянского капища. Если их призраки действительно существуют, то это идеальное место для их существования. Просто внимательно посмотрите на это. Создается дикое чувство, что кто-то будто смотрит из окна. Это не было бы так страшно, если бы не один единственный факт. Это другие фотографии, сделанные в этом месте. Например, на этой фотографии мы отчетливо видим образ девушки, которая смотрит из окна этой заброшенной церкви. Но действительно становится не по себе от факта, что ученые подтвердили подлинность этой фотографии. А теперь посмотрите на этот снимок и на то, что я снял. Сходство реально колоссально. Более того, это точно не человек, потому что эти окна находятся на высоте 5 метров над уровнем пола. Просто так туда забраться невозможно. Неужели мне все-таки повезло, и я снял нечто? Призрака в заброшенной церкви. Ответ на этот вопрос дает вот эта сцена. Раньше эти окна имели достаточно мощные железные решетки. Именно на этом кадре мы видим пересечение вертикальной и горизонтальной балки. Следовательно, сбоку здания, где и был снят призрак, будет видно только левую сторону, а именно 2 эти ячейки, которые образовали голову и торс призрака. Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Так что никакой мистики. Но теперь отправимся прямо в самое начало. Первый выпуск Ghostbusters. Богом забытое место и, возможно... Здесь все сразу. И сюда попадает Пятигорск. То есть отдельного по Пятигорску нет. Я там был не один. Несколько дней назад я наткнулся на сообщение подписчика со скриншотом кадра, который уловил кого-то. Здесь кто-нибудь есть? Странный силуэт, который безумно похож на человеческий. Будто призрак стоит и смотрит прямо на меня из разбитого окна. Но это не так. На последующих кадрах мы видим стоящее за окном дерево.
Похоже Именно на дерево. его мы видели на предыдущих кадрах. Ствол дерева осветился моим прожектором, и создалась иллюзия, что кто-то стоит за окном. Следовательно, никаких призраков там нет. Чего не скажешь о последнем случае. Пятигорск. Вот он, Пятигорск. Я провел ночь в доме с паранормальными явлениями. Да, в этом видео было много всего странного, но один единственный момент привел меня в такой ужас, от которого я, наверное, до сих пор не могу отойти. Все внимание на лицевую камеру. Всего хорошего. Ты представляешь, если бы он обернулся и это увидел? И не было бы Димона. Я думаю, сердце бы у него отлетело просто сразу же. За моим плечом виден конкретный объект. Хотя тут правильнее сказать, виден кто-то. Отчетливый образ человека в черной одежде и с белым воротником. Что это вообще такое? Я честно скажу, что не знаю. Потому что на предыдущих кадрах мы отчетливо видим, что в этом углу нет никаких объектов. Поэтому вариант, что это какая-то мебель, мы можем точно отмести. Потом я подумал, что это мое же отражение. Но внимательно посмотрите на объект. Этот кто-то стоит к камере лицом. Следовательно, это точно не может быть мое отражение. Тогда что это такое? Честно, я вот в полнейшем шоке, что я был на этой локации, кто-то был за моей спиной, и я этого совершенно не заметил. На этом странности не закончились. Потому что подписчики прислали еще несколько интересных деталей. Давайте сейчас вместе посмотрим на тот момент. Блять, вы просто вот каждый сейчас вот свой скептицизм вот в сторону подвиньте. Но вы просто представьте, вот достаточно было просто человеку, вот просто вот так вот через плечо оглянуться. Неважно зачем, неважно для чего. Вот просто вот он взял, вот он, да, он оборот камеры. Смонтировать это вообще никак невозможно, потому что это все одним дублем. Но ты просто представь, чувак просто берет, вот так вот стоит, вот так вот просто через плечо посмотрит. Но это все, это конец. Это автоматом сразу конец. Это просто, во-первых, он стоит почти в упор к этому. Когда я в первый раз захожу в эту чертову комнату. Сразу отвал сердца, конечно. Внимание стоит уделить моменту, когда я резко поворачиваюсь назад. А вот теперь посмотрите это еще раз. В замедленной съемке. И посмотрите именно на это место, где был непонятный образ. Что вы там увидите? При повороте в углу помещения виден странный силуэт, который чем-то похож на человеческий. Да, я все понимаю. Да, я понимаю, что это может быть какая-то особая игра теней. Но суть в том, что этот образ примерно в том же месте, где был странный объект за спиной. Также подписчики нашли некое своеобразное затемнение на камере, когда я оставил ее в центральном зале со столом. Мы видим, что в центре комнаты находится как будто темный объект. Темный объект. И тоже невысокого роста. Кто-то за моей спиной и страшная, человекоподобная тень при повороте камеры. Да это не тень. Я
все прекрасно понимаю, но Там слишком это скептик, видно. который все время во мне жил, постепенно сдает позиции, потому что у меня нет ни единого предположения, как это возможно. Если у вас есть какие-то идеи, пишите о них в комментариях. Да, многие из вас могут написать, что тень при повороте, тень Да какая в тень? комнате Да со это- столом, это все дефекты камеры. Но что находилось за моей спиной? В пустой комнате, на пустой стене. Мне кажется, настало то самое время, когда я должен вернуться в эти локации, провести свое научное и какое-то мистическое расследование, чтобы поставить жирную точку в вопросе, призраки это или нет. И начну я с выпуска «Призрак усадьбы», из этого непонятного, пугающего объекта. Если вы хотите это побыстрее увидеть, то мне нужна ваша поддержка. Ставьте лайки этому выпуску и пишите комментарии с хэштегом «Паранормаль». И я, несмотря на жесткий холод, отправлюсь туда как можно скорее. И мы узнаем правду. Ребята, это конец видео, и я хочу напомнить, что на влоговом канале я уже на заброшке. Если хотите это Надо посмотреть, что это за усадьба. Мне дико стало интересно. Что это за усадьба, что это за херня там в трубе или в чем-то. В дом этот, понятно, мы не попадем, потому что это вообще частный дом подписчика. Но вообще, я вам так скажу, ребята, если у вас реально творится какая-то херня и есть какое-то видеодоказательство, я бы, наверное, приехал. Если вообще реально просто какая-то дикая чертовщина творится, я бы приехал и попробовал что-то заснять. Это без шуток, но сразу кидайте видосы, то есть что вам, может быть, удалось где-то снять. увидеть, то ткните вот сюда. Ну а если хотите посмотреть другой выпуск, то ткните сюда и вообще подпишитесь на канал. Давайте решим вместе, снимать мне Ghostbusters здесь или нет. Потому что я для себя пока не решил. Это просто жесть. Это первое видео, в котором я... Обосрался. Ты понимаешь, оно снято одним кадром. Если бы он делал склейку, то да, здесь нет склейки, он просто поворачивается на месте, и в кадр попадает эта херня. И объяснению этому у меня вообще тоже нет никакого. Это слишком четко, это не тень на стене, это материальный объект, который стоит, который слишком похож на какую-то девочку в каком-то этом. Это очень жесткая херня, просто максимально жесткая.